У нас луковичная тема, и продолжаем ее. Смотрите, я о чем хочу сказать. Во-первых, озимый лук. Ну, вот практически вся грядка, вот один только вот цветонос имеется. И все. А остальные все у нас не цветут. Это голландский лук Радар. Кстати, Марина, благодарю вас за подсказку, за ваш опыт по выращиванию этого лука. У нас, кстати, новый вредитель появился. Еще не знаю, что это и как с ним бороться, но вот он прилетел. Мы находимся на грядке с луком Радар. Видите, он уже начинает ложиться, он уже начинает формировать, ну, не начинает, он формирует хорошо головочку. И вот что еще очень интересно, я когда начинала цвести вишня-черешня, прошлась междурядье, у меня видео есть, раствором с нашатырным спиртом. И в чем хорошо, что, видите, даже потом вторично уже лук, даже яйцо откладывает муха, но оно уже не страшно для нашего лука, потому что для яйцекладки нужны нежные луковички, то есть то, что посажено весной. И тогда они развиваются и нормально себя чувствуют. В данном случае у нас вот, да, была муха, я ее вот разогнала. Вот, и вот такой вот лучок. Это у нас Радар. По крайней мере, у нас для раннего потребления лук есть. И он хороший. Кстати, Радар очень вкусный. А сейчас переходи вот сюда. Здесь у нас Сеншуй Элоу. Да, просили меня показать, как называется. Вот я записала Сеншуй Элоу. Вот сейчас будем смотреть. И был лук Радар, который предложила мне выращивать Марина из России. Благодарю, Марина, за подсказку. Здесь, смотрите, лук еще ровненько. Еще он растет, листья набирает. Вот, но тоже очень красивый. Он мне нравится. Он довольно-таки ранний лучок. И тоже это мне нравится то, что эти луки у нас лучок из озимых. Озимый лук все-таки это лучше. А вот весной, сейчас мы пойдем посмотрим то, что было посажено весной. Ну а вот лук, посаженный весной. Смотрите, во-первых, у нас стрелки цветочные, их масса. Вот. Во-вторых, он более подвержен вот этим луковой мухе, этим проблемам. Но самое главное, что вот эти стрелки, их ломаешь, и только получается, что идет дождь, и сразу же, когда вот выломаешь, вот там получается вот это отверстие, и если дождь идет, попадает туда вода, и начинает гнить лук. Вот. Поэтому я вот показываю вам два примера. Но это наш обычный лук, местный. И вот такая ситуация. Вся грядка у нас у этих цветоносах, в стрелочках этих. Вот, видите, какой сок от движения. Конечно, нам семена не нужны. Конечно, буду обрезать их, обламывать. Но уже не будет такого лука, как у нас уже лук, вы видите ли, настоящие луковицы, которые были посажены 19 ноября 2020 года в знаке Козерог. Козерог – это время. Кстати, тут тоже хороший знак был. Но вот весна, и вот такой результат. Я здесь, кстати, еще не успела пролить. Вот видите, что делает луковая муха? Вот надо будет еще пролить, потому что 3 недели проходит, и обязательно новый выводок луковой мухи. А новый выводок, естественно, прилетает из других районов, из других грядок. И вот постоянно надо вот чуть-чуть проливать для того, чтобы отпугивать вот эту луковую муху. Ну что ж, мы вам показали разницу в выращивании лука озимого и выращивании лука весной. Надо все-таки выбирать именно озимый. Я уже сколько лет это делаю, и мне вариант очень нравится. Ну а для зелени можно высадить и немножко для зеленого лучка, для салатов, еще и грядочку вот такого лука. Раиса Греченко, Александр Волик подготовили это видео. Мы показали, какой лук мы выращиваем, какие результаты мы получили и получаем. Ну а мы прощаемся с вами. Всего самого доброго. До новых встреч в новых видео.